Вам говорят, что онкология – это приговор, а химиотерапия – единственный выход. Официальная медицина скрывает, что раковые клетки могут расти только там, где есть физический отек. Сегодня мы раскроем шокирующую правду о том, как ваши собственные обиды блокируют энергию и запускают болезнь. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Божьев. Хочу сегодня опять затронуть такую актуальную тему, как онкология. Дело в том, что огромные больничные площади онкологических отделений наших больниц забиты пациентами. В очередях к онкологам люди сидят часами. Почему? Потому что людей, болеющих онкологией, страдающих от онкологии, море. Это действительно напоминает эпидемию. Спору нет. Все так. Но должен сразу вас предупредить, что наша медицина, на самом деле, врачей-онкологов, не учит, что такое онкология, каким образом вообще развивается она, и из-за чего она берется. И, соответственно, если врач это не понимает, он не понимает, как лечить. Ярким наглядным примером является то, что вот в декабре прошлого года умер врач-хирург-онколог, который в Питере, который 2 года сам боролся с онкологией. То есть вы представляете себе, если врач, онколог, хирург не может у себя вылечить онкологию, у себя родного, да, позволяет себе умереть, о каком вообще знании лечения онкологии может вообще идти речь? Это прямое доказательство того, что онкологи у нас не специалисты, что они вообще не понимают, что такое онкология и как оно развивается, само заболевание, и почему берется. Если у себя онколог не может вылечить онкологию, то простите, пожалуйста, как он будет лечить ее у другого? Индустрия зарабатывает миллиарды на страхе, пока пациенты сидят в бесконечных очередях. Врачей просто не учат истинным причинам возникновения онкологии. Представьте автомеханика, чья собственная машина постоянно глохнет на ходу. Точно так же хирурги-онкологи не способны спасти даже самих себя. Система образования штампует специалистов, которые лечат следствие, а не причину. Вы доверяете свою жизнь слепым поводырям в белых халатах. Но ваше тело работает по строгим законам физики и энергетики. Опухоль – это не случайность, это сигнал о критическом сбое в системе. И этот сбой всегда начинается с элементарного накопления жидкости – отека. Вы что, идете к врачу-офтальмологу, который сидит вот в таких линзах толстых? Я думаю, что вы подумаете 10 раз, идти к нему или нет. Вы что, пойдете к стоматологу, у которого зубы гнилые? Я думаю, что тоже навряд ли. Но почему-то к онкологу, который не может себя вылечить от онкологии, мы идем. Я думаю, что только от безысходности. Только потому, что наша медицина вообще понятия не имеет, что такое онкология и как она развивается. Я вам сейчас об этом расскажу. На самом деле все очень просто. И опять-таки говорю еще раз, онкологи того, что я вам сейчас скажу, не знают. Их никто этому не учит. А банально все очень просто. Любая опухоль, онкология, растет только в одном месте, только там, где есть отек. Принцип очень простой. Не будет отека, не будет онкологии. Не каждый отек вызывает онкологию, да. Но все онкологические болезни растут только на отеках. Без отека онкологии не бывает. Почему? Объясняю. Все очень просто. Потому что тонкоплановой причиной онкологии является нарушение закона ненарушения чужой воли. Что при этом происходит? А когда человек нарушает волю другого человека, а одним из вариантов нарушения чужой воли является обида. Почему? Потому что любая обида причиной имеет то, что мы обиделись на то, что человек сделал то, что он хотел сделать. Не то, что я думал, что он сделает, или я хотел, чтобы он сделал, да? А он сделал то, как он сам считал нужным. Ваши непрожитые обиды – это не просто эмоции, это физический яд. Злость на то, что мир не оправдал ваших ожиданий, выкачивает из вас жизнь.
Энергетический пробой работает как сквозная дыра в бензобаке вашего автомобиля. Уровень жизненного заряда падает ниже критической отметки, а там, где нет энергии, мгновенно останавливается кровоток. Образуется застойное болото – идеальная среда для начала клеточных мутаций. Спазмированные от стресса мышцы перекрывают кислород словно жгут. И именно в этом мертвом, отекшем пространстве просыпается болезнь. Верните ток энергии, снимите блок, и вы лишите болезнь фундамента. И я на него за это обижаюсь. Да? Он даже может и не знать, что я обижаюсь. Но я обижаюсь. Что при этом происходит? А когда человек нарушает чужую волю, он теряет энергию. И любая онкология развивается только на фоне потери энергии. В свое время я занимался по методу Пучко с помощью вибрационных рядов. И, естественно, там приходилось тестировать, смотреть энергетические центры. И лет 15 я этим занимался. И поверьте, по моему опыту, всегда для того, чтобы, если у человека онкология, это сразу говорит о том, что энергия в данном энергетическом центре, в котором растет опухоль какая-то, да, в чьих пределах растет опухоль, обязательно будет меньше 20%. Если энергии хотя бы 30% в центре энергетическом каком-то, никогда никакой онкологии не бывает. Принцип очень простой. Поэтому это только через недостаток энергии. У нас есть энергетические центры. И у меня есть куча роликов. И в книжках я рассказываю, объясняю, как активировать свои энергетические центры. Делайте, друзья мои. Банально вы проведете профилактику причин развития онкологии. Это первое. Второе. Поскольку энергия это на уровне физического тела кровь, то, соответственно, недостаток энергии в каком-то месте реализуется через недостаток притока крови. А нарушить приток крови может только либо мышечное напряжение, когда мышца зажата постоянно, напряжена, она передавливает артерию, которая идет через нее, ее же кровоснабжает. Да? Это один механизм. А второй механизм – отек. Почему? Потому что когда есть отек тканей, передавливается приток артерии, по которой притекает кровь. Все. Комментарии с вашими вопросами читаю лично. Задавайте, отвечу каждому. Раковая клетка – это бракованная деталь на конвейере вашего организма. Собрать урезанный генотип проще, поэтому опухоль плодится с бешеной скоростью. Это как печатать фальшивые деньги на сломанном, но очень быстром принтере. Но почему ваша внутренняя полиция, иммунитет, бездействует? Потому что иммунные клетки просто не могут пробраться через плотный отек. Дороги размыты, кровоток перекрыт, и враг беспрепятственно строит свою базу. Врачи пытаются травить опухоль химией, не убирая главную преграду. Они льют воду на огонь, который защищен непробиваемым куполом отека. Снимите блокаду, пустите кровь, и ваши собственные киллеры уничтожат мутантов. И только поэтому, только на фоне отека и может развиваться онкология. Любая. Почему? Потому что онкология всегда это измененная клетка с дефектным генотипом. А поскольку у нее дефектный генотип, например, там не 48 хромосом, как положено, а, например, там 35, то создать 35 хромосом гораздо быстрее можно, чем создать 48. Соответственно, и размножение этих клеток идет гораздо быстрее. Потому что для того, чтобы быстрее создать 35, чем 48. Поэтому эти клетки быстро-быстро размножаются. А размножаются они... Почему? Потому что в этом месте есть отек. Почему? А потому что отек создает нарушение иммунитета. В нашем клетке в нашем теле ни для кого не секрет, есть иммунные клетки. То есть клетки иммунитета, которые каждого чужого убивают. В том числе и раковая клетка – это тоже чужой. И наш иммунитет распознает ее как чужого. Но для того, чтобы ее убить, нужно, чтобы здесь был достаточный приток крови. А если здесь крови будет недостаточно, тогда возникает проблема. Тогда иммунитет не справляется, и в этом месте начинается рост опухоли. А иммунитет не справляется по той простой причине, что нет притока крови. А нет притока крови, потому что отек.
Вот и все. Простейший механизм, который запускает развитие онкологии. К сожалению, онкологи об этом не знают. Им никто об этом не рассказал. И сами они подумать им некогда. Вот и все. Все просто. Что нужно сделать, чтобы не было онкологии? Создать приток крови. Чтобы был приток крови, должна быть достаточная энергетика. Активируйте свои энергетические центры. И убирайте отеки. Почему? Потому что не будет отеков, не будет онкологии. И море тому примеров. И вот только на моей практике уже несколько примеров, когда люди излечились от рака 4-й стадии, когда их врачи уже послали умирать, только простой вещью. Чем? Убирали отеки. Каким образом? Бегали. Бег. Несколько часов в день бегать. И отек у вас уйдет. Уйдет отек, уйдет онкология. Все просто. Друзья мои. И не стоит ходить к врачам-онкологам, которые даже себя не могут избавить от онкологии. Возьмитесь за свое здоровье сами. Начните сами немножко с собой работать. И все у вас будет нормально. Благодарю вас. 4-я стадия – это не приговор, если вы понимаете гидродинамику вашего тела. Обычный бег работает как мощнейший насос для разгона застоя. Механическая вибрация выдавливает жидкость из ткани и разрушает отек. Уходит отек, уходит и фундамент для смертельной угрозы. Вы можете бежать от своих страхов, а можете бежать ради своей жизни. Перестаньте слепо отдавать ответственность за свое тело системе. Ваш организм – это совершенная, самовосстанавливающаяся машина. Отпустите разрушающие обиды, разблокируйте энергию и начните двигаться. Победить можно, только взяв штурвал собственного здоровья в свои руки.